То, что вы видите, это представление нейросети о том, как выглядит крупный капитал для большинства трейдеров. Это темный, мрачный персонаж, единственной задачей которого является отобрать у них деньги, или по-трейдерскому собрать ликвидность. Он наблюдает за ними, за их стопами, за жадностью и страхом. А каждое их действие ему заранее известно, и им никак не обмануть рынок, потому что рынок — это его игра. Все это кажется хаосом, а не способом зарабатывать деньги. И для многих трейдинг именно так и описывается, поэтому они вообще сюда не лезут. А многие просто врут самим себе о том, что крупному капиталу действительно интересен их стоп-лосс. И вообще его не ставят. В этом видео мы с вами разберемся, почему и первые, и вторые неправы. Что такое ликвидность на самом деле? Как просто использовать эти знания себе на пользу и, наконец, куда, ставить стоп-лоссы, чтобы они были правильные. Вы на канале Ментра. Добро пожаловать. Проблема начинается гораздо раньше, чем кажется. Таких людей миллионы, они смотрят одни и те же видео от ICT, читают одинаковые посты в соцсетях, заходят на график и делают одинаковые действия. И, конечно же, верят, что рынок — это место возможностей. Причем настолько легких, насколько это вообще возможно. И так как никто не сталкивался с этим в период своего взросления, это оценивается как простое хобби, в котором можно много зарабатывать через каждодневную покупку и продажу. Конечно же, рано или поздно любой человек доходит до изучения разнообразных инструментов. И, как правило, это происходит уже после того, как они отдали рынку деньги на ход ноги. В отчаянии, злости, обиде, страхе. Такие эмоции новорожденные трейдеры чаще всего испытывают, когда ищут что-то новое. Ищут, потому что уже хотят зарабатывать. А просто так рынок уже не оставить, потому что столько времени было на него потрачено. И я не говорю про деньги. А аргумент «плачу за опыт» уже не кажется таким актуальным, потому что надоело. И случается замкнутый круг с надеждами на светлое будущее, с энтузиазмом изучения чего-то и очередным разрушением этих надежд. И в очередном разрушительном цикле трейдеры внезапно находят как панацею, как свет в конце тоннеля, звезду, указывающую путь. У них появляется смарт-мани, концепция, которая говорит, что их стоп-лоссы просто ликвидность, за которой охотится крупный капитал. Для чего? Чтобы набрать лучшую позицию и увести цену в противоположную сторону. И только об этом она и говорит. Чтобы подробнее разобраться в данном вопросе, нам надо разобраться в самом фундаменте, в том, что такое рынок. Согласно экономической теории, рынок — это совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями и продавцами. И у него есть 7 функций. Мы не будем разбирать каждую, нам достаточно понимать одну. Функция ценообразования. Цена складывается на основе взаимодействия спроса и предложения с учетом конкуренции. И она нам дает понимание, что если спрос и предложение равны, то цена тоже находится в равновесии. Такое ценообразование называется эффективным, когда и покупатели, и продавцы согласны с ценой, то есть считают цену справедливой, и, соответственно, в данных ценовых отметках производится наибольшее количество сделок. И наоборот, когда кто-то из них не считает цену справедливой, случается дисбаланс, который и приводит цену в движение. На графике справедливая стоимость выглядит как боковик. Каждый боковик. Или как рост, или падение цены, когда случается перевес, то есть дисбаланс. И давайте немного поиграемся с словами. Fair value – справедливая стоимость. И fair value gap – разрыв справедливой стоимости. И вот только сейчас мы дошли до первого термина из Smart Money. ФВГ, но разбирать его еще очень рано. Свойство активов быть быстро купленными или проданными без значительного изменения цены – это классическое определение ликвидности. Но его почему-то все забывают, когда начинают изучать Smart Money. И давайте подумаем, чтобы ликвидность была большая, чтобы все легко покупалось и продавалось, нужно, чтобы было большое количество тех, кто заинтересован в этих самых покупках и в продажах. А это уж очень сильно соответствует выводу из определения эффективного ценообразования. И получается, что если это адаптировать под технический язык трейдинга, то ликвидность — это количество ордеров и их объем в стакане цен. Надо вспомнить, что существует два вида ордеров – рыночные и отложенные.
Рыночные ордера исполняются прямо по текущей цене в моменте, как только нажали кнопку, а отложенные размещаются либо выше, либо ниже текущей цены и исполняются тогда, когда цена до них дойдет. И некоторые отложенные ордера называются лимитными, и они размещаются прямо в стакан. И цена двигается наверх или вниз только за счет того, что рыночных ордеров больше, чем лимитных. А это, в свою очередь, соответствует определению неэффективного ценообразования. И получается, что дисбаланс, за счет которого двигается цена, это превалирование рыночных ордеров над лимитными. И если собрать все воедино, то получается, что самое логичное объяснение ликвидности такое. Это ценовые отметки наибольшей рыночной активности, которые являются таковыми в связи со значительным скоплением ордеров разного характера и наиболее активным участием покупателей и продавцов, которые осуществляют открытие позиций по рынку. Всегда анализ графика проводится на основе исторических данных, другого просто не может быть. И на этих данных очень часто возникает инструмент, который буквально кричит о том, что на его ценовом уровне находится высоколиквидная зона. Это фракталы. Они образуются из трех свеч, где вторая свеча выше, чем первая и третья. Поскольку фрактал формируется на основе перехода инициативы на противоположную сторону рынка, то это формирует важный ценовой уровень, который будет интересен участникам при повторном аукционе в нем. Продавцы будут ожидать повторного давления продаж и открывать позиции в продажу по рынку, а покупатели будут ожидать пробития этого ценового уровня и дальнейшее развитие цены наверх. Следовательно, фрактал и будет выступать в качестве высоколиквидной зоны, в которой будет повышена заинтересованность и, соответственно, активность участников рынка. И если после повторного взаимодействия цена получила отторжение с формированием дисбаланса, а именно ФВГ, про который я также говорил в прошлом видео, рекомендую посмотреть, то участники рынка видят, что данный ценовой уровень был вновь интересен продавцам, и продавцов становится больше. И поэтому с наибольшей вероятностью цена уже не поднимется за вновь сформированный фрактал. Он и будет нашим наиболее безопасным стоп-лоссом, если открывать позиции в продажу. После просмотра этого видео можете проанализировать свои сделки, где получали прибыль, где убыток, и скорее всего вы обнаружите закономерность, что в прибыльных сделках скорее всего у вас стоп-лосс стоял за фракталом, который уже взаимодействовал с другим фракталом. Чтобы включить отображение всех фракталов на графике в TradingView, как у меня, вам достаточно зайти в список индикаторов и ввести VIG. Это как это делаю я, и перед вами будет индикатор, показывающий все фракталы. Никаких крупных игроков и в помине нет, верно? На самом деле они есть. Это центральные банки, коммерческие банки, маркетмейкеры, которые поставщики ликвидности, а не манипуляторы, если что. Вы сами можете таким стать, на криптобиржах такой функционал хорошо реализован. Да даже на московской бирже так можно. Это электронно-коммуникационные сети, это брокеры и дилинговые центры, это хедж-фонды и все другие крупные финансовые учреждения. И им глубоко без разницы на всех вас. Объем розничных трейдеров не превышает и 3% от всего объема Форекса, и это точно не является основным интересом тех, кто занимает большую долю на рынке. Чтобы перестать находиться в иллюзии, сначала надо увидеть, что вы в ней. Напишите в комментариях, была ли для вас эта информация новая. Уверен, что большинство из вас ее и так знало, но забыло. Записываю уже в момент монтажа, дорогие мои, если хотите какую-то конкретную тему узнать, чтобы я разобрал ее, записал отдельное видео, объяснил, если нравится, как я объясняю, да, вы напишите в комментарии, мы с вами обсудим, я буду очень благодарен за то, чтобы вы поделитесь своими желаниями и запишу конкретно отдельное видео по вашей теме, я думаю, это будет круто. Все. И ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он выйдет также в следующий вторник. И для тех, кто причастен к сфере финансовых рынков, у меня также есть телеграм-канал, в котором публикуются материалы, не вошедшие в данное видео, и много лайв-контента из моей жизни. Там же можно связаться со мной лично. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду перед вами. На этом все. До встречи!